Дорогие водолеи, для вас январь 2026 года начинается с плотного внутреннего давления, которое сложно сразу объяснить словами. Может казаться, что пространство сжалось, что привычной свободы стало меньше, а требования, наоборот, выросли. И самое неприятное – это ощущение, будто темп жизни замедлился именно тогда, когда хочется двигаться быстрее. Но правда в том, что этот месяц не про торможение, и дальше вы поймете почему. Дорогие водолеи, январь 2026 года начинается с плотного внутреннего давления, которое сложно сразу объяснить словами. Может казаться, что пространство сжалось, что привычной свободы стало меньше. И самое неприятное – это ощущение, что жизнь замедлилась именно тогда, когда хочется двигаться быстрее. Но правда в том, что этот месяц не про торможение, он про переосмысление. Январь не случайно открывается сильной энергией Козерога. Это фаза концентрации, когда жизнь словно говорит вам: прежде чем идти дальше, нужно укрепить внутренний фундамент. И если сопротивляться этому процессу, месяц может ощущаться тяжелым, давящим и выматывающим. Но если вы примете его правила, он станет полезным и даже освобождающим. Давайте посмотрим на общую картину месяца. В январе водолеи проходят сразу несколько важных внутренних этапов, при этом затрагивая сразу несколько ключевых уровней жизни. Первая и самая заметная тема – это внутреннее состояние. Ретроградный Юпитер в Раке усиливает чувствительность, эмоциональную усталость и потребность в безопасности. Большинству водолеев может показаться, что они слишком много отдают времени, внимания и сил, но слишком мало получают взамен. Это ощущение не возникает на пустом месте. Оно связано с накопленной за предыдущие месяцы перегрузкой. Вторая важная сфера – обязательства и ответственность. Скопление планет в Козероге в начале месяца усиливает давление внешних и внутренних обстоятельств. Это может быть работа, долгосрочные обязательства, ответственность перед семьей или ощущение, что вы постоянно должны соответствовать чьим-то ожиданиям. Январь ясно показывает, где эта нагрузка оправдана, а где она давно перешла границу разумного. Третья сфера – эмоциональные и семейные темы. Полнолуние в Раке 3 января становится важной точкой месяца. Она вскрывает вопросы дома, близких, эмоциональной защищенности. Здесь могут подниматься разговоры, которых вы долго избегали, или внутренние осознания, которые больше невозможно игнорировать. При этом важно сразу обозначить: январь – не разрушительный месяц. Он не забирает, он перераспределяет. Несмотря на плотный и местами тяжелый фон, у января есть сильные стороны. Во-первых, это месяц ясности. Меркурий в Козероге со 2 января помогает увидеть реальность без иллюзий. Да, иногда неприятно, но именно сейчас Водолей способен трезво оценить, что в его жизни работает, а что давно держится на привычке или страхе перемен. Во-вторых, январь отлично подходит для завершений. Закрытие старых проектов, подведение итогов, расставание с тем, что вы больше не готовы тянуть дальше. Все это проходит легче именно сейчас, даже если эмоционально дается непросто. В-третьих, в конце месяца начинается постепенное возвращение энергии. В этом месяце есть зоны риска, о которых важно сказать честно. Первое – переутомление. Марс в Козероге дает выносливость, но подталкивает работать через силу. Сочетание с ретроградным Юпитером – это опасная комбинация. Если игнорировать сигналы усталости, организм напомнит о себе в самый неподходящий момент. Вторая – эмоциональные решения. Полнолуние в Раке может поднимать сильные чувства. Важно проживать эмоции, но не позволять им управлять стратегическими решениями.
Третье – самокритика. Январь может усиливать ощущение, что вы делаете недостаточно или отстали от других. Помните, что это иллюзия давления периода, а не объективная реальность. Давайте перейдем к более подробному разбору месяца. Первые дни января проходят под доминирующим влиянием Козерога. Солнце, Венера, Марс и Меркурий формируют фон, который заставляет Водолея заниматься тем, что обычно откладывается. Это время, когда снижается потребность в шумном общении, усиливается желание уединиться, появляется необходимость расставить приоритеты. Меркурий в Козероге со 2 января делает мышление более структурным и серьезным. Мысли могут крутиться вокруг ответственности, будущих шагов и ошибок прошлого. Это отличный момент для анализа и планирования, но плохой для самобичевания. Венера в Козероге делает отношения более прагматичными. Иллюзии уходят, остается суть. Марс в Козероге дает силу доводить дела до конца, но важно помнить, сила без меры превращается в истощение. Январь требует дисциплины, но без насилия над собой. Полнолуние в Раке 3 января – один из ключевых моментов этого месяца. Оно поднимает темы семьи, дома и эмоциональности. Это может проявляться по-разному, от реальных разговоров с близкими до глубоких внутренних осознаний. Многие водолеи в этот период понимают, что прежняя модель выдержки больше не работает. Возникает желание заботы, поддержки и тепла. И это не проявление слабости, это честное отношение к самому себе. Важно помнить главное правило этого полнолуния. Чувствовать можно, но принимать решения на эмоциях нельзя. В тот же день с полнолунием Хирон переходит в прямое движение в Овне. Это тонкий, но значимый процесс. Хирон связан с внутренними ранами, а в Овне с правом быть собой и действовать без оправданий. Для Водолея это начало выхода из старых внутренних конфликтов, связанных с самооценкой и страхом проявления. Это не резкое продвижение, а постепенное ослабление внутренних зажимов. После полнолуния 3 января наступает период, когда внутреннее напряжение, накопленное в первые дни месяца, начинает ощущаться особенно ясно. Это не внезапный кризис и не переломный момент в классическом смысле. Скорее, это состояние, когда больше невозможно игнорировать собственную усталость. Многие водолеи в середине января ловят себя на ощущении, что энергии стало меньше, чем обычно. Причем не только физической, но и эмоциональной. Может пропадать желание что-то доказывать, объяснять и оправдываться. Появляется потребность в тишине, паузе, в честном разговоре с собой. Это состояние напрямую связано с тем, что ретроградный Юпитер в Раке продолжает усиливать тему эмоциональных перегрузок. Все, что связано с заботой о других, с бытом, семейными и внутренними обязанностями, ощущается тяжелее. Особенно если в предыдущие месяцы вы брали на себя больше, чем могли нести. Важно понимать, это не слабость и не шаг назад. Это сигнал организма и психики, что ресурс не бесконечен. В середине января эмоции становятся более тихими, но не менее глубокими. Если в начале месяца чувства могли накрывать волнами, то теперь они словно уходят внутрь. Возникает желание все переосмыслить, разложить по полочкам, понять, что действительно важно. Здесь вы можете столкнуться с внутренними вопросами. Зачем я продолжаю делать то, что давно перестало радовать? А где я живу по привычке, а не по собственному выбору? Что я тяну из чувства долга, а не из внутреннего согласия? Это сложные вопросы, но январь не требует немедленных ответов. Он требует честности с собой. Венера в Козероге до 17 января продолжает влиять на сферу отношений и ценностей. Это не про холодность, а про реализм.
В середине месяца особенно ясно видно, какие связи дают опору, а какие забирают слишком много сил. Отношения в этот период могут ощущаться более серьезными, требующими ясности и конкретики. Если в какой-то связи вы обнаружите, что баланс давно нарушен, это важное наблюдение. Январь не всегда требует немедленных решений, но он почти всегда требует признания правды. Марс продолжает двигаться по Козерогу, и в середине месяца это может ощущаться как давление. Он дает силу, но требует дисциплины и уважения к собственным границам. Опасность этого периода в том, что, работая через силу, вы игнорируете сигналы здоровья. Особенно это касается режима, сна и общего уровня нагрузки. Январь ясно показывает, если не беречь здоровье сейчас, последствия проявятся в следующие месяцы. Лучше сделать меньше, но осознанно, чем больше, но на износе. В середине января ретроградный Юпитер в Раке может подтолкнуть к желанию что-то упростить. В быту, в графике и круге общения. Это хорошая попытка восстановить баланс. Приближаясь к концу января, вы почувствуете, что оно совершенно отличается от начала месяца. Если первые недели года были похожи на сжатие, концентрацию и внутреннее давление, то ближе к концу пространство начинает постепенно расширяться. Не резко, не рывками, но достаточно явно, чтобы вы почувствовали это изнутри. Это происходит не потому, что проблемы исчезают или обстоятельства вдруг становятся проще. Причина глубже, меняется внутренняя точка опоры. Планеты одна за другой переходят в Водолей, и внимание постепенно возвращается к себе, к своим желаниям и к своему будущему. Важно сразу подчеркнуть, конец января – это не фаза активного старта. Это фаза возвращения контакта с собой после длительного периода внутренней работы. Первые перемены приходят с Венерой. Ее переход в ваш знак 17 января ощущается как легкое потепление после эмоциональной сдержанности. Там, где раньше были дистанция, усталость и прагматизм, появляется интерес. Может вернуться желание общаться, потребность делиться мыслями, интерес к людям, идеям и будущим возможностям. Это не всплеск эмоций, а возвращение вкуса к жизни. Венера мягко показывает, что ресурс начинает восстанавливаться. Переход Солнца и Меркурия в Водолей 20 января – это ключевой момент конца месяца. После долгого периода, когда внимание было сосредоточено на обязанностях, ограничениях и внутренней работе, фокус начинает смещаться. Появляется ощущение, что вы снова чувствуете себя собой, вам снова интересно думать о будущем, вы начинаете видеть перспективу. Меркурий Водолея активизирует мышление, мысли становятся более свободными, появляются идеи и неожиданные решения. Фиксируйте идеи, но не спешите с их реализацией. Февраль даст больше пространства для действий. Переход Марса в Водолей 24 января добавляет динамики. Возвращается желание действовать, менять и пробовать новое. Но это все еще не максимальная скорость, скорее пробуждение. Марс в Водолее работает нестандартно. Он дает импульс новым форматам и выходу за привычные рамки. Но после изнуряющего начала месяца важно не впадать в крайность и не бросаться в активность на эмоциях. Энергия возвращается, но ей нужно время, чтобы стабилизироваться. Влияние Плутона в вашем знаке в конце января ощущается особенно ясно. Это не про конкретные события, а про изменение внутренней идентичности. А многие водолеи начинают понимать, что они больше не хотят жить по старым сценариям, что прежние роли больше не работают, что свобода теперь понимается иначе. Плутон убирает все иллюзии и не дает легких ответов, но зато они честные. Конец января – это момент, когда становится ясно, что обратной дороги нет.
Вы уже изменились, даже если еще не до конца понимаете, как именно. Нептун 26 января переходит в Овен, и это событие большого цикла. В рамках января оно ощущается как тонкий сигнал. Может появиться чувство, что впереди новый путь, новая мотивация и новая тема жизни. Важно не пытаться сразу придать этому форму. Январь дает только направление. Пусть конец месяца и не приносит эйфории, но он приносит ясность. И именно это делает его ценным. Вы входите в следующий этап года с пониманием, кто вы сейчас, на что готовы и что больше не хотите тащить с собой. Январь – это непростой месяц, и он не дает легких ответов. Он не порадует быстрыми результатами и не позволит действовать на автомате, но именно в этом его сила. Этот месяц не ломает, он пересобирает. К концу месяца вы выходите совершенно другими, более собранными, более осознанными и, главное, более честными собой. Где раньше приходилось оправдываться, доказывать или терпеть, теперь появляется внутренняя точка, что так больше нельзя. И в этом ваше взросление. Очень важно, что январь не обрывает надежду, он ее очищает. Уходят иллюзии, ложные ожидания и чужие сценарии. Вы больше не обязаны соответствовать прошлым версиям себя, и февраль это уже подтвердит. А весна постепенно развернет внешние возможности, и то, что было заложено в январе, станет фундаментом для реальных перемен. Не хаотичных, а выверенных. А сейчас важно помнить о главном. Не обесценивайте проделанную внутреннюю работу, не торопите события, не требуйте от себя мгновенной ясности во всем. Январь сделает главное, он вернет вас к себе. А дальше жизнь начнет отвечать уже на новом уровне. Вы входите в следующий этап с большей устойчивостью, ясностью и готовностью выбирать себя. Не из протеста, а из зрелости. И это одна из самых сильных точек старта, какие только могут быть. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы и для других знаков на январь 2026 года, а также и годовые прогнозы для всех знаков. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!